Кавказ — это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более 3000 лет, другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта — показать историю, культуру и обычаи кавказских народов из глубокой древности и до наших дней. Для людей, далеких от Кавказа, станет неожиданностью, что обозначение «дагестанец» не имеет ничего общего с национальностью, а указывает лишь на место жительства. Дагестан — это самый многонациональный субъект России, ведь здесь живет до 60 этносов, в зависимости от того, как считать. Сегодня мы познакомимся с жителями этой земли, а также оценим историческую значимость Дагестана. Я сделал это видео о целой области, так как судьбы всех этносов ее населяющих тесно связаны и во многом одинаковы. Потому это видео будет более объемным, чем остальные, но зато охватит несколько народов. Не забывайте подписываться, чтобы увидеть новые выпуски. Отдельно хотелось бы выделить тех, кто с помощью платной подписки помогает жить этому каналу. Если вы хотите быть в их числе, под видео есть ссылки, где вы сами можете найти удобную для вас сумму дотаций. Спасибо каждому за оказанную помощь. Я это очень ценю. А мы начинаем. Будто стена с запада на восток, Кавказ всегда обеспечивал защиту от экспансии более могущественных соседей, а также создавал неудобства кочевникам, вместе с тем являясь надежным убежищем для местных племен в войнах с более многочисленными завоевателями. Но как и в каждой стене, на Кавказе существуют уязвимые точки, там, где местность позволяет без особых усилий использовать даже очень большое войско. Одна из них находится на Западном Кавказе, где от грузинского города Сухуми до российского Сочи низменность тянется вдоль побережья, создавая лазейку между Южным Кавказом и Кубанью. Помимо этого существует несколько ущелий, но основные пути нашествий были на Восточном Кавказе, а именно в Дагестане. Здесь находится уникальное место, называемое в античности Каспийские или Албанские ворота. Это достаточно узкий участок низменности, всего в несколько километров, позволявших буквально обойти Кавказ, чем активно пользовались все захватчики. Это в высшей степени стратегически важное место, и потому тот, кто его контролировал, обеспечивал себе доступ как на север, так и на юг. Тут же находился один из пунктов Великого Шелкового пути, потому Дагестан был связующим звеном восточной и западной цивилизаций, но оттого и наиболее желанным для завоевателей. Считается, что большая часть Дагестана входила в состав Кавказской Албании, но после походов Помпея, а также сасанидов, Албания лишается влияния на Дагестан, где в степной зоне создается государство гуннов. Эти кочевые племена из зоны Каспийской низменности двинулись на юг, к Кавказу, где захватили долины, а позже участвовали в этногенезе нескольких этносов, в частности кумыков. Вместе с тем, Южный Дагестан становится наместничеством сасанидов, дабы защититься от кочевников. На самом узком участке между Кавказом и Каспием возводится цитадель, именуемая Нарынкала. Позже в этом месте появится город Дербент, но возведение цитадели не защитило их от нашествий. К VI-VII веку между кочевниками возвышаются хазары. Им даже удается создать свой каганат, ставший антагонистом сасанидов. Начинается война за влияние над Восточным Кавказом, вследствие чего гунны становятся вассалами хазар, часть из них под натиском уходит на возвышенность, где создается государство Тавьяк. Его основным населением были кумыки, аварцы и лакцы, а по соседству находилось кайтакское уцмийство, феодальное образование нынешних даргинцев. Но все изменилось, когда в VII веке Дагестан увидел конницу халифата. Мусульмане огнем и мечом вступили на Восточный Кавказ и подчинили себе Дербент, а также осуществляли набеги на местное население, захватывая добычу и пленников. В этой ситуации дагестанцы объединяются с хазарами, чтобы вести войну с завоевателями. Но успех халифата был настолько очевидным, что Каган даже вынужден был отодвинуть столицу на Волгу, опасаясь ее захвата, пока в 730 году хазары не уничтожили войско наместника халифа на Южном Кавказе. В битве также был убит и сам наместник. В
В последующие годы халифат захлестнула война между мусульманскими династиями, а хазарский каганат вел постоянные войны с печенегами и славянами. Все это способствовало освобождению Дагестана от влияния извне и началу междоусобных войн. Возможно, именно конфликты между кавказскими племенами сделали эти земли не готовыми для защиты от нашествия сельджуков, а позже монголов. И хотя Кавказ оказался слишком неудобным для захвата кочевниками, так или иначе под влиянием монголов оказались долины и все пути сообщения, что сильно изменило политику на этих землях. А именно, многие дагестанские феодалы, даже не оказавшись захваченными, вынуждены были находить общий язык с монголами. Большинство стали мусульманами и начали именовать себя ханами, взамен на помощь в клановых войнах. Так случилось с аварским нуцальством, позже названным ханством, когда с помощью женитьбы детей монголы наладили контакт с аварцами и использовали их для установления своего влияния у соседних кавказцев. Такая схема была известна и славянским князьям, когда Московское княжество возвысилось над остальными соседями за счет того, что имело особые отношения с монголами. Очень умная политика, так как не обязательно завоевывать всех, если можно найти общий язык с лояльными к себе феодалами. Лишь иногда на мятежные земли осуществлялись набеги с целью запугать население или склонить к диалогу. И хотя кавказцы были вынуждены идти на уступки с более влиятельным новым соседом, де-факто Кавказ остался не завоеван монголами. В конце XIV века на эти земли явилось войско Тимура, чтобы дать окончательный бой своему оппоненту хану Тохтамышу. Дагестанцы были на стороне последнего, и дабы отомстить им, Тимур пошел войной на Казимукское шамхальство, вследствие чего было убито множество жителей, в том числе и сам Шамхал. Нашествие халифата, а после монголов, стало слишком тяжелым испытанием для Дагестана в частности и всего Кавказа в целом. Несколько последующих столетий понадобилось для того, чтобы всего лишь восстановиться после этих бедствий. К 15 веку наибольшее влияние в Дагестане оказывает шамхальство, кумыкское государство, а сами шамхалы называли себя падишахами и сумели объединить возле себя многих дагестанских феодалов. Восстановившись после нашествия монголов, дагестанцы осуществляли походы на адыгов и грузин, называя это газаватом, священной войной. Вообще адыги, на тот момент язычники и христиане, занимали большую часть степей на Северном Кавказе и оказались под давлением мусульман как с востока, так и с запада. Это вынуждает идти на сближение с далеким союзником – российским государством. Между ними даже заключается военно-политический союз. Также кабардинские князья пытаются втянуть влиятельного союзника в свой конфликт с кумыками, постепенно теснившими их на запад. Не сказать, что от большой любви к кадыгам, а больше из-за своей собственной выгоды, в 1560 году Иван Грозный посылает военную экспедицию в Дагестан. Поход оказался успешным, столица шамхальства была захвачена, но опасаясь, что остальные дагестанские феодалы окажут помощь Шамхалу, воевода отступил. Но спустя почти 50 лет русское царство попыталось захватить Дагестан. Союзниками выступили нагайцы, кабардинцы и чеченцы-акинцы. Но этот шевкальский поход окончился полным уничтожением войска воеводы силами объединенных дагестанцев. Эта победа имела неоценимое влияние, так как Россия отказалась от экспансии на Кавказ минимум на столетие, лишившись около 10 тысяч солдат. Кумыки победили еще в нескольких последующих битвах, достигнув пика своего влияния и отбив желание русским двигаться на Кавказ. Но, как это часто бывает, ослабление шамхальства началось из-за феодальных междоусобиц. А в ходе русско-персидской войны 1722 года было захвачено и стало частью российского государства, как и большая часть Дагестана. В 18 веке в Персии выходец из Кызылбаши становится шахом и способствует более активной внешней политике, в том числе и на Кавказе. Он выдвигает ультиматум российскому государству, и те, будучи не готовы к войне, уходят из Дагестана. Но это совсем не значит, что Восточный Кавказ становится персидским, его еще нужно завоевать. Что и пытается сделать Надир-Шах во главе 150-тысячного войска. Удивительно, но кумыкский Шамхал Хасбулат стал союзником завоевателей, а не соседних дагестанцев.
ибо надеялся восстановить влияние шамхальства, ожидая победы шаха. Остальные же кавказцы выступили единой силой. Поначалу удалось захватить Южный Дагестан, но чем дальше заходило войско захватчиков, тем больше бунты поднимались. Тогда шах пошел путем насилия, уничтожая целые населенные пункты с целью запугивания дагестанцев. Но эти действия посеяли ненависть к оккупанту, и в войну вступили даже те общества, что изначально считались лояльными. Наиболее тяжелые последствия этого похода были для лезгин. На Южном Кавказе во многих уездах они составляли большинство, но после нашествия часть из них была убита, а часть вынуждена была уйти на возвышенность Дагестан. Кавказцы пытались остановить поход как на поле битвы, так и путем дипломатии, указывая на то, что нельзя мусульманам воевать между собой. Но шах мечтал о завоеваниях, и потому посланники были убиты, а его войско захватило почти весь равнинный Дагестан. И когда дело дошло до войны в горах, ситуация изменилась. Сначала под командованием Ахмед хана Мехтулинского дагестанцам удалось уничтожить авангард неприятеля, а после из-за незнания местности персы оказались в узком ущелье и фактически кольцо замкнулось. Шах пытался откупиться, понимая безвыходность ситуации, но инициатива была уже у дагестанцев. Началась пятидневная битва, а по сути уничтожение. Шаху удалось сбежать с остатками своего войска, после чего он еще не единожды пытался завоевать Дагестан, но все тщетно. В итоге даже Дербентское ханство, находившееся веками под влиянием южного соседа, стало независимым. Победа кавказцев стала настоящим шоком и в Стамбуле, и в Петербурге, так как была полной неожиданностью. Не одно столетие Дагестан был охвачен походами иноземцев, но эта война показала, что объединившись можно побеждать даже более могущественного и многочисленного оккупанта. Но последствия похода шаха были ужасающими. Убиты тысячи людей, уничтожены целые поселения. Земля снова опустела. Аварское ханство всегда занимало особую нишу в Дагестане, являясь одним из наиболее населенным и влиятельным на фоне соседей. Но пик могущества оно достигло в годы Улма-хана V в конце 18 века. Тогда ему удалось обложить данью Кубинское, Бакинское, Дербентское, Ширванское, Шекинское, Карабахское ханство, ауховских чеченцев и, что самое удивительное, даже Картлико-Хитинское царство целых 15 лет платило ему ежегодную дань, пока в 1800 году не победило аварцев в битве возле села Какабети. Тогда Улма-хан и его войско бежали с поля боя, а на следующий год он заболел и скончался. Так как у него не было сыновей, в ханстве начались междоусобицы, что значительно ослабило влияние на соседей. Но пока кавказцы выясняли отношения между собой, более сильные государства уже поделили зоны влияния на этих землях. К концу 18 века Кавказ становится местом активной геополитики. Опасаясь экспансии российского государства, дагестанские ханства становятся союзниками Персии. Вместе с тем Грузия, опасаясь экспансии персов и османов, становится союзником России. Новая большая война была неизбежна. По Гюлистанскому договору Дагестан, как и Южный Кавказ, стали считаться российскими землями. И дабы окончательно подчинить кавказцев, под командованием Ермолова осуществляется несколько экспедиций. И в итоге к 1820 году местные ханства подчиняются завоевателям. Но в 1828 году Гази Мухаммед становится имамом Дагестана и Чечни, объявляя оккупантам священную войну, то есть газават. Боевые действия возобновляются с новой силой. Спустя несколько лет он был убит, и тогда его заменил ученик имам Шамиль, пока он не сдался в плен в 1859 году. С этим событием связывают окончание Кавказской войны в Дагестане, а местные ханства были уничтожены. И хотя в 1877 году был объявлен так называемый Малый Газават, когда восставшие попытались добиться независимости, Кавказ уже окончательно вошел в состав России. Бунт был подавлен, а все мятежники убиты. В начале 20 века в Дагестане, как и на всех землях бывшего российского государства, начинаются забастовки и стачки.
С 1917 года власть меняется почти каждый месяц. Белые большевики, национальные вожди, мусульманские силы, но в начале 1920 года коммунисты захватывают Дагестан и устанавливают тут советское правительство. Спустя год создается автономная Советская Социалистическая Республика, а позже она повышена до статуса республики в составе России. На данный момент в Дагестане наиболее многочисленными считаются аварцы – 29,5% населения, даргинцы 17%, кумыки 15% и лезгины около 13% населения. Остальные этносы составляют менее 10% населения. И христианство, и ислам достаточно рано попадают в Дагестан. Считается, что начиная с 5-6 века о христианстве стало известно из Кавказской Албании и соседнего Грузинского царства. Наиболее известен храм Датуна, что был возведен в Аварском ущелье Хатан-Бугебкал грузинскими священниками в X веке. Об исламе дагестанцы узнали еще в 7 столетии, когда здесь появились войска халифата. На тех землях, что вошли в его состав, активно возводились мечети и шла исламизация населения. Древнейшей мечетью в СНГ является Джума-мечеть Дербенти, возведенная в 734 году. К 15 веку дагестанцы окончательно стали мусульманами, почти все они сунниты. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube канал, а также в Инстаграме. Финансовую помощь каналу можно оказать по ссылке под видео. Напишите в комментариях, что вы знаете о Дагестане и на какие темы хотели бы увидеть дальнейшие видео. И как обычно, мир вашему дому.